Глубоко уважаемые пациенты, гости нашего канала. Меня зовут Горшенин Денис Сергеевич. Я врач-дерматовенеролог, андролог клиники ГЕС Клиник. И в этом видео оно будет продолжением серии видео, начатых нами ранее, и посвященных применению методов физиотерапии в лечении различных урологических заболеваний. И сегодня конкретно речь пойдет о методе под названием электрофорез, о чем мы с вами говорили ранее, и применительно к лечению хронического простатита. Видео я постараюсь сделать более коротким, более сжатым, чем обычно мы снимаем. И, соответственно, расскажем преимущества этого метода, в каких случаях используется, и, собственно, что именно мы делаем с помощью электрофореза в лечении простатита. И говоря о этой тематике, нужно ответить, наверное, на два вопроса. Напомнить, что такое электрофорез и как он работает. И нужно вспомнить, какие именно виды простатита бывают и в чем особенности этой патологии в каждом конкретном случае. Соответственно, метод электрофореза основан на воздействии на организм человека постоянного электрического тока. Соответственно, воздействие осуществляется как за счет непосредственно электрического тока, который стимулирует нервные окончания, нейромышечная стимуляция оказывает, соответственно, улучшается трофика, возможно, какие-то мелкие мышечные зажимы, дисбаланс нейромышечный уходит. Это непосредственно воздействие, собственно, электрического тока и метода скажем так, не методы электромиостимуляции, а эффекты вот этой электромиостимуляции, которые мы получаем, соответственно, улучшаем трофику, получаем некий аналгезирующий эффект. И это уже, в принципе, неплохой результат, который мы хотим получить. Но более важно в методе электрофореза это возможность таргетно, точечно создавать значительные концентрации лекарственного вещества в интересующей нас области, в очаге поражения, в патологическом очаге. И если мы говорим про простатит, соответственно, воздействуем мы на простату. И, собственно, разработано и уже много лет применяется в большом количестве урологических клиник, урологических кабинетов именно методика лечения хронических простатитов методом электрофореза. Соответственно, в каких случаях нужно рекомендовать этот метод и в каких случаях мы получаем наилучший результат. Простатиты бывают разные. Во-первых, нужно выделить, что есть острый простатит и есть хроническая его форма. Так, на острый простатит, конечно, сначала нам необходимо снять острое воспаление, оборвать этот процесс, выявить этиологические факторы, а как правило при остром простатите все-таки это какая-то инфекционная патология. И, соответственно, уже когда первые дни лечения прошли успешно, снят резкий болевой синдром, соответственно, отек, воспаление уходит, мы подключаем уже более агрессивные методы физиотерапии. И направлены они здесь на то, что закрепить и ускорить вот этот результат снятия воспаления, элиминации патологической микрофлоры, которая там остается, соответственно, посредством введения противовоспалительных препаратов, посредством введения антибактериальных препаратов, будь то антибиотики, например, фторхинолоны, там какой-нибудь, к примеру, ципрофлоксацин, левофлоксацин, может быть, метронидазол, соответственно, так и противовоспалительных препаратов, различных, будь то нестероидные противовоспалительные препараты и ряд других. Это касаемо применения при остром простатите. Далее у нас есть большая группа хронических простатитов,
Среди них, опять же, принципиально выделяют бактериальные или там инфекционного какого-то генеза, но уже хронический процесс, запущенный процесс, где микрофлора приобрела резистентность, соответственно, но она там есть. Это важно. И, соответственно, простатиты, которые напрямую с бактериальными там, вирусными поражениями не ассоциированы. Это, опять же, две разные группы, соответственно, после комплексной детальной диагностики уже мы выбираем оптимальный метод воздействия в данном конкретном случае. И говоря про хронические бактериальные простатиты, метод электрофореза является незаменимым практически, потому что мы имеем возможность, уникальную, в принципе, именно в этой методике возможность, точечно, в высокой концентрации ввести в очаг поражения то антибактериальное средство, которое по-другому туда доставить вообще никак невозможно. Соответственно, во-первых. Во-вторых, применяются дополнительно, там, допустим, ферментные препараты для того, чтобы убрать застойные явления, то есть лейкоцитарные пробки в каналах простаты, чтобы, опять же, антибактериальные препараты проникали лучше. И, соответственно, и также добавляем противовоспалительные препараты. Если говорить про хронический простатит, в которых бактериальная флора, да, играет роль, но уже, возможно, не ведущие, так, например, калькулезные хронические простатиты, где ткань простаты поражена, инфильтрирована вот этими кальцинатами, соответственно, по факту это камни, они плотные, они травмируют железу, они, соответственно, служат некоторыми такими сорбентами инфекции, вокруг них всякие формируются микропленки, бактериальные ассоциаты, и, соответственно, наличие кальцинатов это всегда осложняющий фактор. И опять же здесь мы имеем возможность на это воздействовать. Да, одним методом электрофореза убрать кальцинаты нельзя. Однако, применяя ряд препаратов, например, те же ферментные препараты, лидазу, лангидазу, там, комплексообразующие препараты, которые точечно, опять же, таргетно могут растворять эти кальцинаты в составе комплексной, ну, здесь уже однозначно длительной терапии, мы имеем возможность значительно улучшить состояние здоровья таких пациентов. И есть группа, о которой необходимо сказать, где хронический простатит стал ассоциироваться с синдромом хронической тазовой боли. Соответственно, это, наверное, самая популярная причина обращения за медицинской помощью мужчин, страдающих хроническим простатитом. Вторая причина – это нарушение, это эректильная дисфункция, соответственно. Собственно, это те факторы, которые заставляют пациентов идти на прием и лечиться. Простатиты хронические болят, и они однозначно служат мощной причиной снижения качества сексуальной жизни у мужчины. Это, соответственно, две, наверное, основные жалобы, которые мы регулярно слышим от наших пациентов. Медицина на месте не стоит, и появляются новые, все более совершенные методы лечения, в том числе физиотерапии. И мы всегда подчеркиваем, что лечение, как и диагностика, должно быть комплексным. И мы преследуем, соответственно, ту цель и методику, чтобы лечение, основой лечения были именно физиопроцедуры, что позволяет, во-первых, увеличить интенсивность получаемых положительных эффектов, сократить длительность лечения, увеличить время ремиссии, снизить вред побочных эффектов, которые могут развиваться после полихимиотерапии, там, применения антибиотиков и прочих энтеральных, парентеральных препаратов, которые применяются такими способами. Соответственно, вкратце про методику. Обещал короткий ролик, короткого не получилось. Соответственно, аппарат, один из аппаратов для электрофореза, хорошо зарекомендовавший себя в практике,
Имеет ряд настроек, так это мощность электрического тока для разных применений, соответственно, мы можем выбрать оптимальную, комфортную для конкретного пациента, но при этом максимально эффективную смену полярности. Понятно, что одни вещества вводят с плюса на минус, другие с минуса на плюс, в зависимости от заряда в растворе. И время экспозиции, опять же, в зависимости от каждого конкретного пациента и клинического случая. Есть специально, ну, во-первых, есть один электрод, располагается в области малого таза на коже для обеспечения электропроводимости. И есть специальные ректальные электроды, которые по большому счету больше нигде, кроме как в лечении хронических простатитов, не используются. Хорошо зарекомендовавший себя, соответственно, это медицинский инструмент, я не знаю, девайс, позволяет сразу, скажем так, взять необходимое количество лекарственного вещества и точно подать его именно на область простаты, совершенно безболезненно и безопасно для пациента. Соответственно, электрод ректальный, есть специальная методика его введения, она проста, она безболезненная, она безопасна, поэтому именно, в общем-то, пациенты очень любят эту методику электрофореза за счет того, что она эффективная и она не доставляет особого дискомфорта в процессе проведения. Вот, это, наверное, вся информация, которую мне вкратце хотелось сказать по данной тематике. Благодарю вас за внимание. До свидания.